Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как построить вот такую бытовку шириной 2,40, длиной 6 метров и высотой 2,65. То есть такую бытовку можно спокойно транспортировать. И при этом, как вы видите, она не выглядит как обычная бытовка. Тут имеется двухскатная кровля, будет окошко, дверь и вот такой небольшой тамбур. И еще она будет утеплена в 100 мм в круг, то есть ее можно будет использовать как временный домик, пока строится основной. Для отделки изнутри буду использовать материал QuickDeck Plus толщиной 16 мм, что позволит сделать сразу финишную отделку и уйти от пароизоляции изнутри помещения. Также уже, можно сказать, по традиции, поэтапно, со сборкой дома я параллельно рисую проект в SketchUp, который можно будет спокойно зайти и скачать в моем телеграм-канале. Подписчики уже об этом знают, что готовится этот проект, так что переходите и тоже подписывайтесь, там много полезного. Так вот, уже закуплен основной материал. В данном случае это доски 50 на 100. Купил 30 штук 6-метровых, плюс 10 у меня уже оставалось. Посмотрим, сколько уйдет. Также куплены цементные блоки, плиты QuickDeck и сетка от грызунов. Утеплитель, ветрозащита также у меня уже была, осталось от строительства дома. В общем и целом надо приступать к работе, а именно буду собирать платформу. Торцую доски, нарезаю их в размер и собираю из них прямоугольник. Скручиваю сначала саморезами 6 на 100. Чтобы стянулось все хорошо, важно, чтобы саморезы были со свободным ходом, то есть резьба не доходила до шляпки. Вкручиваю по 2 штуки в каждый угол, потом пробью гвоздями, так как каркас должен быть скреплен именно гвоздями, особенно учитывая, что бытовку планируется перевозить. Саморезы могут просто сломаться в соединениях. Далее надо выставить диагонали и зафиксировать прямоугольник. Для этого прикручиваю вот такие доски по сторонам, они будут удерживать их в таком положении. Но прикручиваю пока только к одной стороне. И после выставления диагоналей прикручиваю и вторую сторону. Далее делаю разметку будущих лак. На самом деле, используя вот такой шаблон, делать разметку не обязательно. Можно их прибивать прямо по нему. Я подумал, что одному это будет неудобно, поэтому сначала разметил. Шаг сделал 550, так как буду использовать на полу ламинированный QuickDeck толщиной 22 мм. А он как раз под такой шаг. И это для того, чтобы стыки были на лагах. Лаги напилил, и теперь их надо прибивать. Для этого буду использовать газовый гвоздезабивной пистолет HiBest GFN 3490. Я уже делал обзор на него, можете посмотреть в одном из предыдущих видео. Как я говорил, каркас надо собирать на гвоздях. Саморезы лишь в помощь. Гвозди использую 90-е ершоные. Используя пистолет, я очень сильно экономлю время. Представьте, если забивать тот же объем молотком. Это тут еще я использую доску естественной влажности. Сухую доску вы с трудом забьете молотком ершеный гвоздь. В общем, правильный инструмент решает. Быстро, удобно и мощно. Кто-то скажет, гвозди дорогие. Но посчитайте, сколько экономится времени, и все вопросы и сомнения сразу отпадут. Такой пистолет можно купить на маркетплейсах и в крупных торговых гипермаркетах. Ну и, конечно, у дилеров Федаст. Пока рассказывал про пистолет, наступил этап монтажа ветрозащиты. Не удивляйтесь, что я раскатываю ее сверху. Сейчас вы видите платформу в перевернутом виде, так проще. В тот день был сильный снегопад и приходилось частенько сдувать снег воздуходувкой. Поверх пленки раскатываю защитную сетку от грызунов. Креплю все на скобы. Далее по краям монтирую доски 25 на 150. Делаю все прямо по месту. Теперь очередь вот такой а-ля обвязки. Кладу доску 50 на 100 на ребро и тщательно и со всех сторон пробиваю ее к платформе. Затем к ней прибиваю вторую доску и полностью их сшиваю, получая по сути брус 100 на 100. То же самое делаю со второй стороны. Брусы обвязки смещены к центру на 20 см, для того чтобы меньше был промежуток для опор лак. Конечно, можно и по центру сделать обвязку, но так как это бытовка, то это, во-первых, нецелесообразно, во-вторых, очень неудобно будет ставить ее на блоки при переезде. Между обвязками за кадром пробил еще 3 дюймовки, чтобы не провисали пленки, сетка и утеплитель. Попросил 2 товарищей помочь перевернуть платформу и выставил ее по уровню.
Далее пробил гвоздями лаги к обвязке для дополнительной фиксации. Теперь пришло время утеплителя. Утепляю все в 2 слоя. Стыкуем утеплитель в разбежку, то есть швы не должны быть друг над другом. Далее достаю плиты Quick-Deck. Напомню, они 22 мм толщиной. Укладывать буду на клей-пену, а по краям пробью 50-ми гвоздями. Их не будет видно, так как на них будут стоять стены. Стыки тоже обязательно пеню. Плиты кладутся легко и быстро. Они влагостойкие и по задумке выполняют функцию пароизоляции. Соответственно, влагоутеплитель не попадет никак. Единственный минус — быстро изнашивается диск по дереву. Попробую вот такой. Говорят, долго служит, потому что как раз для ДСП и алюминия. Посмотрим, сколько проходит. 2 пролета специально не утеплял, так как эта часть останется на улице. Торцевая стена будет смещена вовнутрь. Далее заготавливаю доски для первой стены. Все размеры есть в чертеже. Он как в 2D виде в PDF, так и в 3D в файле для скетчапа. Для удобства прикрутил упоры к платформе. В них упираю нижнюю обвязку и боковые стойки будущей стены. Шаг стоек такой же, как и шаг лак платформы, так как на стенах будет тоже Quick-Deck, но 16 мм. Поэтому использую тот же шаблон и сколачиваю все гвоздями. По гвоздю на каждые 5 см. То есть для доски шириной 100 мм надо использовать 2 гвоздя. Как видите, работать на готовой платформе гораздо удобнее, нежели были бы просто голые лаги. Спокойно ходим и собираем стену, не боясь провалиться. Единственный момент: при сборке платформы нужно беречь утеплитель от осадков. Поэтому делать платформу либо поэтапно, либо за раз, либо хорошо накрывать. Далее выпиливаем укосины. Тут я использую дисковую пилу, заглубленную на толщину доски укосины. И вот простые правила правильной работы укосин. Во-первых, укосина должна быть под углом от 40 до 60 градусов по отношению к вертикальной стойке. Также она должна быть не толще, чем 1/4 часть от ширины стойки. То есть стойки у меня из доски шириной 100 мм, значит укосина будет из доски не толще, чем 25 мм. Также укосина должна быть врезана в нижнюю и верхнюю обвязку, и стена должна содержать не менее 2 укосин с наклонами в разные стороны. Вот такие основные правила. После монтажа укосин приступаем к подъему стены. В бытовке она легкая, делаю это один. После подъема фиксирую ее временными укосинами по уровню. Тут же приступаю к сборке второй стены. Все точно так же, как и с первой. Обе стены прокручиваю и пробиваю гвоздями каждые 40-50 см в нижнюю обвязку к платформе. Торцевые стены формирую уже по месту. Дверной и оконный проем сделаю позже. Сейчас главное закрыть каркас от осадков, поэтому приступаю к монтажу. Закидываю цельные 6-метровые доски, они будут вместо проставок, между стропилами. То есть такой сплошной ригель. Посчитал, что так быстрее будет монтаж. В этот ригель потом будут упираться стропила.
Обратите внимание, такой же сплошной ригель я смонтировал на стороне двери, так как классическим способом сформировать ригель над дверью не получалось, потому что мы сильно ограничены по высоте и проем нельзя было уменьшать. На стороне с окном будет классический способ, так как там таких ограничений нет. Монтируем коньковые стойки, на которые монтируем коньковый прогон. Конечно, доска 50 на 100 просит дополнительной стойки посередине, но после монтажа стропил прогиб будет небольшой. Рекомендую использовать две сбитые доски 50 на 100 или лучше 50 на 150. Стропила размечаю по месту и по полученному шаблону напиливаю все стропилы. Далее простой процесс монтажа стропил. Один край упираем в конек, второй в ригель на стене. Хорошенько все прокручиваем и пробиваем гвоздями. Ну и сразу же закрываю все ветрозащитой снаружи. Так как зима и постоянно идет снег, хотелось бы закрыть помещение от него и ветра, чтобы внутри можно было поработать, если снаружи будет непогода. Итак, специально подсчитал, сколько потратил рабочего времени на данном этапе, чтобы потом все это подытожить. Иногда работал по 2 часа после работы, иногда получалось и 4. Но все, что вы видите, сделано в сумме за 12 часов одним человеком. Не считая переворота платформы, тут, конечно, помогли. Так как не люблю растягивать серии, думаю, сегодняшний выпуск на этом закончим. Чертеж каркаса уже доступен в телеграм-канале. Если видео понравилось, то ставьте лайки. Я проводил опрос, и многие просили сделать более подробное видео на несколько серий. Вот выполняю ваши просьбы. Не забывайте подписываться на канал и подписываться на телеграм. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!